Приветствую вас на моем канале «Политическое обозрение». Итак, помчались. Абсолютный цинизм Путина в утверждении того, что большинство россиян поддерживают поправки к Конституции, а также то, что поправки ведут российское общество к большей открытости и демократизации, является абсолютной ложью и передергиванием с подменой реальной действительности. Это утверждение имело бы место только в том случае, если бы эти поправки принимались не заинтересованным лицом, то есть Путиным, а президентом РФ, избранным путем честного и открытого голосования в виде конкурентного избирательного процесса с допуском всех кандидатов, без снятия с выборов неугодных, а также без использования административного ресурса и выкорчевывания политического поля на протяжении последних 17 лет. Гражданин Путин, который планирует занимать должность главного чиновника РФ до гробовой доски, незаинтересованным лицом в этом вопросе считаться не может, так как он показал себя человеком зависимым от роскоши и с необузданной тягой к властным полномочиям. Эти антикачества не вселяют уверенности в то, что поправки вносятся в интересах страны, а не в шкурных интересах его клики, которые удерживают все блага России в своих руках всеми правдами и неправдами вот уже 20 лет. Поправки, которые навязываются большинству и не имеют никакой конкретики, намеренно сформулированы подобным образом. Это дает большие возможности для манипуляций ими в будущем, что сделано специально для того, чтобы в любой момент, когда ситуация вынудит и необходим будет другой подход, можно было, не напрягаясь, изменить некоторые положения Конституции и осуществить очередной мошеннический акт с переделыванием под себя и соплеменников норм основного закона. Путин и его дружки за последние 15 лет натворили много непростительных вещей, таких как использование административного ресурса, провокации конфликтов с отчуждением территорий, физическое уничтожение политических конкурентов и независимых журналистов, дискредитация выборной системы РФ в глазах всего мирового сообщества, операция «Преемник», в ходе которой путем мошенничества в отношении 150 миллионов граждан России были продлены полномочия Путина на посту главного чиновника РФ, незаконное обогащение с использованием административного ресурса, уничтожение свободы СМИ и свободы слова, а также многое другое. Далее список можете продолжить сами. Неужели те, кто отдает себе отчет о итогах пребывания Путина с кликой у руля, еще тешат себя иллюзиями, что Путин с кодлой шулеров и воров решили стать вдруг честными и изменить проституцию, то есть Конституцию, не под себя из подручных, а в силу веяния времени и вновь сложившихся обстоятельств? Давайте разберем несколько положений, придуманных под себя Путиным и его группой лиц. Создание федеральных территорий с назначением на них местной власти. Что это значит? Теперь Путин сможет переформатировать нужные ему федеральные территории, что уже несет в себе скрытую возможность для изменения в будущем Конституции под себя, а сразу после принятия иметь законное право назначать и снимать с переназначением без выборов местную власть. Запрет действий, направленных на изменение границы РФ. Пункт 2. Что это значит? Имеется в виду, что когда Путин в очередной раз изменит Конституцию и назначит царем РФ своего 25-летнего сына Диму, а кто-то с этим будет не согласен и поднимет вопрос об отделении, Путин с кодлой будут иметь полное право решить вопрос военным путем, ибо этот пункт закреплен в Конституции. Третье. Добавлен пункт о правопреемстве СССР. Пункт о правопреемстве означает, что в СССР сменяемость власти была необязательной, а значит, на это можно будет сослаться, когда речь станет о сменяемости и о отрицании навязываемой монархии и помазании в цари отпрысков Путина, а также назначении отпрысков дружков князьями, помещиками, боярами и т.д. Добавлено упоминание Бога. Не произноси имени Господа Бога твоего всуе, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Понуждение проголосовать за поправки – это и есть не что иное, как подталкивание к греху, за что в первую очередь будут караться путинские ворюги вместе с ним, а потом те, кто пошел на поводу у преступников, призвавших к этому. Расширение полномочий ведомства России. Пункт 8. Все правильно, ведь опора Путина и кодлы – это бесчисленное множество силовых структур, за которые можно прятаться, когда штормит, что происходит совершенно обоснованно, так как на данный момент не осталось ни одной человеческой нормы, которая не была бы попрана. Далее.
включение сельского хозяйства и молодежной политики в ведение субъектов Российской Федерации, добавление пункта о защите семьи и материнства. Добавление Путин своим назначенцам полномочий – это то, что называется «им всегда и всего будет мало». Что это значит? Теперь ставленники Путина по звонку из Кремля и без него для своих нужд смогут отчуждать сельскохозяйственные земли у собственников под любым предлогом. Также разбираться с особо ретивой молодежью по усмотрению местных властей, что попахивает возвратом крепостного права, а также навязывать семьям и матерям правильную политику воспитания своих детей, а проштрафившихся подвергать публичному линчеванию. 10. Оплата труда не меньше прожиточного минимума, индексация пенсий не реже одного раза в год, индексация социальных пособий. Данный пункт вообще не имеет никакого значения для граждан, так как на прожиточный минимум больше или чуть меньше вообще прожить невозможно. Если что-то здесь менять, то сам прожиточный минимум. Про пенсии можно сказать только одно. Миллиардные состояния даже у провинциальных чиновников не дают надежды на то, что с позорными пенсиями при путинской власти что-то изменится в лучшую сторону. Прогноз многих неангажированных специалистов таков. Учитывая нынешнюю и будущую тенденции в экономике, пенсии будут терять свою ценность, а пенсионеры становиться бедняками. Про пособия вообще говорить не приходится, так как этот позор, который творится с пособиями, настоящее издевательство над здравым смыслом. Далее, создание условий экономического роста страны, повышение доверия между государством и гражданами. Этот пункт просто насмешка над гражданами Российской Федерации, так как за 20 лет сидения у власти данные условия так и не были созданы. По причине того, что вся экономика находится в руках 3 человек, назначенных Путиным. Это Чемезов, Ростех. Вся промышленность в его руках. Миллер, газовая энергетика, Сечин, нефтяная промышленность. Сосредоточив экономику в руках 3 человек, в том числе и для того, чтобы можно было переизбраться из раза в раз по щелчку сверху, манипулируя массами занятых в экономике, при этом палец о палец не ударяя, беспроигрышная лотерея. В подобных условиях монополизации и сосредоточения экономики в руках путинских ставленников речи о росте и развитии быть не может. Поэтому данный пункт – намеренное вранье с передергиванием, чистый расчет на пустоголовых, которые ничего не знают и не понимают. 12. Ужесточение требований к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации и органам исполнительной власти. Было бы странно, если бы этот пункт не был включен, ведь бунтарей-назначенцев никто не отменял, а значит для них нужна дополнительная мера воздействия. Делается для того, чтобы обходилось без судебных исков и лишней шумихи. Уж устраивать абсолютную власть так устраивать. Приоритет Конституции РФ над международным правом. Но здесь и так всем все понятно. Если у тебя абсолютная власть в стране, то и за рубежом сдерживающих факторов быть не должно. 16. Президент должен проживать в России не менее 25 лет, занимать должность не более 2 сроков, не иметь иностранного гражданства. Ну вот и подобрались к основе, ради которой и была затеяна вся эта афера с поправками, то есть обнулением. Как раз к 2034 году сыну Путина, которого он метит в царьки РФ, исполнится 25 лет, поэтому именно этот возраст и фигурирует в поправочках. Теперь про сроки. Количество лет намеренно не указано, поэтому можно трактовать как хочешь, например, не более 2 пожизненных сроков. Этого, Диме, вполне достаточно для того, чтобы править всласть. А что касается гражданства, зачем царю гражданство другого государства, если он и в своем стоит выше всех, живет лучше всех и имеет все, чего душа пожелает? Путин и его кодло никогда не будут делать что-то ради людей и своей страны. Все, что они делают, это неустанно обогащаются за счет граждан России, нещадно их обворовывая день за днем. Единственная задача, которую они перед собой видят, это консервация своего положения на бесконечный срок. Поэтому все, что делается, несет под собой именно этот скрытый смысл. Идти голосовать за эти поправки все равно, что наниматься в рабство, поставив подпись в договоре, где указано, что рабовладелец имеет над тобой абсолютную власть и может делать с тобой все, что ему заблагорассудится. Каждый, кто сделает выбор, берет на себя ответственность не только за себя, но и за будущее своих детей и страны. Так что прежде чем сделать шаг, хорошенько подумайте, стоит ли оно того. Чтобы странами не управляли безумцы, подобные Путину, власть должна сменяться регулярно, а выборы должны быть конкурентными и прозрачными.
и побеждать на них должны сильнейшие, как в спорте. Спасибо за внимание и удачи, а также не забывайте писать комментарии и подписываться на канал. До встречи!